забывчивость, рассеянность, туман в голове. Знакомо? А что, если я скажу вам, что наши предки знали секрет острого ума до глубокой старости? И этот секрет прятался прямо на их кухне. Современная наука с удивлением обнаруживает, обычные травы из бабушкиного огорода содержат мощные соединения, способные не только замедлить старение мозга, но и улучшить память, даже у людей с начальными признаками деменции. Некоторые из этих трав использовались древними цивилизациями как пища богов. Другие монахи пили перед важными духовными практиками. Сегодня нейроученые называют их естественными ноотропами. Готовы узнать, какие 7 зеленых помощников могут подарить вашему мозгу вторую молодость? Тимьян – это не просто ароматная приправа к мясу, а настоящий эликсир молодости для мозга, который знали еще в Древней Греции. Греки называли его «тимон» от слова «мужество», потому что считали, что он придает смелость и ясность мышления воинам перед битвой. В средние века монахи выращивали тимьян в монастырских садах не только как приправу, но и как лекарство от меланхолии. Так тогда называли депрессию и умственную усталость. А в XVIII веке врачи уже официально прописывали тимьян от головных болей и мигрений. Но самое удивительное открыли современные ученые. Главный компонент тимьяна – тимол – буквально заставляет мозг создавать новые нейроны. В исследовании на лабораторных животных было обнаружено, что при добавлении тимола в рацион количество нервных клеток в мозге, коре и коже значительно увеличивалось. Причем эффект был гораздо сильнее у молодых особей, что говорит о важности раннего начала употребления этой травы. Тимьян содержит мощные антиоксиданты и флавоноиды, которые отгоняют свободные радикалы главных врагов нашего мозга. А еще в тимьяне есть витамин В6, который напрямую влияет на нервные клетки, отвечающие за стресс и тревожность. Он улучшает настроение и успокаивает разум. Есть красивая легенда, что Александр Македонский перед каждым сражением пил настой тимьяна, и это помогало ему принимать молниеносные тактические решения. Правда это или нет, неизвестно. Но то, что великие полководцы древности ценили травы для ясности ума, это факт исторический. Современные исследования показывают, что тимьян замедляет процессы старения в клетках мозга и может служить профилактикой возрастной деменции. Использовать его просто. Можно заваривать как чай, 1 чайная ложка сухой травы на стакан кипятка, настаивать 10 минут. Или добавлять свежие листики в еду. Гвоздика – это та самая пряность, из-за которой европейцы открывали новые континенты. В средние века она ценилась буквально на вес золота. И не зря ее целебные свойства поражали современников. Арабские лекари называли гвоздику «зубом дракона» и использовали ее не только от зубной боли, но и для улучшения памяти у стареющих халифов. В традиционной китайской медицине гвоздика до сих пор считается одним из важнейших средств для питания мозга. А вот удивительный исторический факт. В средневековой Европе студенты университетов жевали бутоны гвоздики перед экзаменами, веря, что это поможет им лучше запоминать и воспроизводить информацию. И знаете что? Они были правы. Современная наука подтвердила, гвоздика действительно стимулирует мозговую деятельность. Ее эфирное масло содержит эвгенол, мощное соединение, которое улучшает кровообращение в мозге и стимулирует работу нейронов. Исследования показывают, что регулярное употребление гвоздики помогает при головных болях, мигренях и снижает уровень стресса. А если добавить немного молотой гвоздики в теплое молоко и выпить перед сном, это не только улучшит качество сна, но и поможет мозгу перезагрузиться и восстановиться. Гвоздичное масло, получаемое из бутонов растения, известно как отличное обезболивающее, которое снимает проблемы со сном, лечит усталость и когнитивные расстройства, такие как потеря памяти, депрессия и тревожность. Кроме того, масло гвоздики помогает предотвратить возрастные дегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера.
Благодаря своему богатому составу, витаминам, антиоксидантам и омега-3 жирным кислотам, гвоздика не только улучшает работу мозга, но и помогает при зубной боли, желудочно-кишечных проблемах и респираторных инфекциях. Применять гвоздику можно по-разному. Добавлять щепотку молотой гвоздики в чай или кофе, жевать 1-2 бутона после еды или делать ароматический массаж висков с разбавленным гвоздичным маслом при головной боли. Само название «шалфей» происходит от латинского «сальвара» – «спасать, исцелять». И это не случайно. На протяжении тысячелетий шалфей считался священным растением мудрости. В Древнем Риме существовала поговорка: «Зачем человеку умирать, если в его саду растет шалфей?» Римляне верили, что эта трава продлевает жизнь и сохраняет ясность ума до глубокой старости. А в Средневековье в медицинской школе Салерно существовало правило: каждый врач должен был знать не менее сотни способов применения шалфея. Монахи-бенедиктинцы культивировали шалфей в своих монастырских садах и называли его «herba sacra» – «священная трава». Они заметили, что регулярное употребление шалфея помогает братьям дольше сохранять концентрацию внимания во время длительных молитв и чтения священных текстов. Современные исследования полностью подтвердили интуицию предков. В 2 исследованиях, проведенных в 2003 году, экстракт масла шалфея, распределенный среди участников, улучшил их показатели в тестах на кратковременную память по сравнению с теми, кто получал плацебо. Еще более впечатляющие результаты показало исследование на Британской фармацевтической конференции того же года, где профессор Питер Хаттон из Королевского университета обнаружил, что китайский шалфей, высушенный корень, называемый даншен, укрепляет ферменты, ответственные за различные функции мозга, включая память, внимание и обучение. Кроме того, шалфей улучшает коммуникацию различных частей мозга, независимо от того, есть ли у пациента болезнь Альцгеймера или нет. Один из антиоксидантов в шалфее – карнозиновая кислота – увеличивает производство глутатиона, который улучшает приток крови к мозгу, расширяя артерии. Есть даже легенда о том, что великий Авиценна в свои 80 лет сохранял удивительную ясность ума именно благодаря ежедневному употреблению шалфея. Он называл его «травой бессмертия разума». Заваривать шалфей просто. 1 чайную ложку сухих листьев залить стаканом кипятка, настаивать 10-15 минут. Пить по полстакана 2 раза в день. Только осторожно при беременности и эпилепсии. Лучше проконсультироваться с врачом. Петрушка настолько привычна на наших столах, что мы часто забываем. Это одна из самых мощных ноотропных трав в мире. А между тем, древние греки считали петрушку священным растением и использовали ее в религиозных церемониях, посвященных богине мудрости Афине. В Древнем Риме петрушку называли травой гладиаторов. Ее давали бойцам перед схватками, чтобы они быстрее реагировали и принимали правильные решения в бою. А в средневековой Европе алхимики добавляли петрушку в свои эликсиры разума, веря, что она открывает 3-й глаз и улучшает интуицию. Но что действительно поражает, современная наука подтвердила мудрость предков. Один из самых важных витаминов петрушки, который во многом способствует работе мозга и тела, это витамин К. В 100 граммов петрушки содержится 1640 микрограммов этого витамина при рекомендуемой суточной дозе всего 90-120 микрограммов. Многие исследователи считают, что витамин К способен ограничивать повреждения нервов в мозге в результате болезни Альцгеймера и даже помогает предотвратить дегенерацию нервных клеток до начала заболевания. Но это еще не все. Бразильские исследователи обнаружили в петрушке вещество под названием апигенин, которое принадлежит группе флавоноидов. Это вещество показало удивительную способность способствовать созданию новых нервных клеток и улучшению памяти. А железо, содержащееся в петрушке, жизненно важно для когнитивного функционирования мозга и для образования гема, важного органического соединения, которое позволяет гемоглобину переносить кислород в красных кровяных клетках,
к мозгу и ко всем другим частям тела. Есть удивительная история о том, как Наполеон, находясь в ссылке на острове Святой Елены, каждый день ел салат из петрушки, чтобы сохранить ясность ума для написания мемуаров. Говорят, что именно благодаря этому он смог создать такие детальные и точные воспоминания о своих военных кампаниях. Использовать петрушку для здоровья мозга можно по-разному. Добавлять свежую зелень в салаты, супы, делать смузи, пучок петрушка плюс яблоко плюс банан, или заваривать как чай. 2 столовые ложки свежих листьев на стакан кипятка, настаивать 15 минут. Радиола розовая, которую в народе называют «золотым корнем», это легендарное растение, которое тысячелетиями служило людям Севера для сохранения ясности ума в суровых условиях. В Древней Сибири существовал обычай. Когда молодые собирались создать семью, они должны были подняться высоко в горы и найти золотой корень. Считалось, что только тот, кто сможет отыскать это растение, будет достаточно мудрым, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Викинги использовали радиолу перед дальними плаваниями. Она помогала им сохранять бдительность во время многомесячных морских путешествий. А в императорском Китае радиолу называли травой императоров и подавали только правителям. Считалось, что она дает мудрость для управления государством. В Советском Союзе радиолу изучали как сверхсекретный препарат для космонавтов, дипломатов и спецслужб. Исследования показали, что она значительно повышает устойчивость к стрессу и улучшает когнитивные функции в экстремальных условиях. Современная наука подтверждает, радиола – одна из лучших трав для улучшения памяти. Исследования показали, что радиола не только улучшает фокус и память, но и может облегчить депрессию. Исследователи считают, что это растение содержит адаптогенные свойства, которые стимулируют центральную нервную систему организма, что приводит к улучшению памяти и концентрации. В одном клиническом исследовании участники, принимавшие радиолу в течение 12 недель, показали значительное улучшение способности к запоминанию, скорости обработки информации и общих когнитивных функций. Особенно впечатляет способность радиолы работать в условиях стресса. Если обычные стимуляторы работают только в комфортных условиях, то радиола, наоборот, раскрывает свою силу именно тогда, когда организм испытывает нагрузки. Есть красивая легенда, что алтайские долгожители, которые доживали до 120 лет, каждое утро выпивали чай из золотого корня. Современные исследователи, изучавшие эти регионы, действительно обнаружили связь между употреблением радиолы и активным долголетием. Принимать радиолу лучше в виде стандартизированного экстракта 200-400 мг в день утром натощак. Можно также заваривать корень. 1 чайная ложка измельченного корня на стакан воды, кипятить 5 минут, настаивать 10 минут. Курс 2-3 недели, затем перерыв. А знали ли вы, что в Индии риск развития болезни Альцгеймера на 25% ниже, чем в США? Это может быть не случайной цифрой, ведь Индия – страна, где куркуму употребляют ежедневно в составе практически каждого блюда. Куркума – одна из самых важных лекарственных трав Восточной Азии, и один из ее компонентов – куркумин – помогает стимулировать и создавать иммунные клетки, называемые макрофагами. В Древней Индии куркуму называли харидра, что означает «та, что дарит свет солнца жизни». Аюрведические тексты, написанные более 3000 лет назад, описывают куркуму как растение, которое очищает кровь и просветляет разум. Индийские мудрецы риши ежедневно пили золотое молоко с куркумой, чтобы сохранить ясность мышления до глубокой старости. В средневековой Персии куркуму называли зарт-чобе – «желтая палочка мудрости». Персидские поэты писали, что куркума не только окрашивает еду в золотой цвет, но и золотит мысли, делая их чистыми и ясными. А вот удивительный факт. Знаменитый арабский врач Ибн Сина, Авиценна, в своем труде «Канон врачебной науки» писал о куркуме как о средстве, которое прогоняет забывчивость и делает старцев мудрыми, как в молодости.
Современные исследования подтвердили интуицию древних. Макрофаги вместе с куркумином защищают кровеносные сосуды от накопления амилоидных бляшек, налета, который забивает сосуды и нервные трубки к мозгу, вызывая его деградацию. Различные куркуминоидные соединения стимулируют макрофаги и помогают устранять бляшки из мозга людей с ранними признаками болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что куркумин может проходить через гематоэнцефалический барьер, защитный щит мозга, и напрямую воздействовать на нервные клетки. Он уменьшает воспаление в тканях мозга, стимулирует рост новых нейронов и даже может помочь восстановить поврежденные нейронные связи. Единственный вопрос, который пока остается без ответа, какова точная доза куркуминоидных соединений, которая положительно влияет на четверть населения Индии и защищает их от развития болезни Альцгеймера. Современные нутрициологи рекомендуют принимать куркуму вместе с черным перцем. Он содержит пеперин, который увеличивает усваиваемость куркумина в 20 раз, и жирами. Классический рецепт – золотое молоко, 1 чайная ложка куркумы, плюс щепотка черного перца, плюс 1 стакан теплого молока или растительного молока, плюс мед по вкусу. Пить вечером для лучшего эффекта. Ромашка – это поистине удивительный цветок, который древние египтяне считали священным и посвящали богу солнца Ра. Существует красивая легенда, что сама царица Клеопатра принимала ванны с ромашкой, чтобы сохранить не только красоту тела, но и ясность ума для управления Великой империей. Римляне пошли еще дальше в своем почитании ромашки. Они верили, что этот цветок может воскрешать увядающие растения, если посадить его рядом, а римские легионеры пили ромашковый чай перед сражениями, веря, что он придает не только физическую силу, но и делает разум спокойным и сосредоточенным для принятия правильных тактических решений. Во время обеих мировых войн ромашковый чай использовался как средство первой помощи при нервных потрясениях. Медицинские сестры давали его солдатам не только для успокоения, но и заметили, что регулярное употребление ромашки помогает бойцам лучше концентрироваться и быстрее восстанавливаться после контузий. А в 1990-х годах ромашка даже побывала в космосе. Космонавты на МКС пили ромашковый чай, потому что он помогает заснуть в условиях невесомости и снимает стресс от изоляции, что крайне важно для поддержания ясности мышления в экстремальных условиях. Современная наука полностью подтвердила мудрость предков. Исследования показывают, что ромашка содержит уникальное вещество апигенин, которое мягко воздействует на нервную систему, снижает тревожность и помогает мозгу расслабиться. В исследовании людей с тревожными расстройствами между двумя группами случайным образом распределяли лекарства от тревожности. Одни получали экстракт ромашки, другие – плацебо. Результаты показали, что через 8 недель группа, принимавшая экстракт ромашки, сообщила о значительном снижении приступов тревоги по сравнению со второй группой. Но самое удивительное открытие сделали недавно. Оказывается, ромашка не просто успокаивает, а помогает мозгу перезагружаться во время сна. Исследование, опубликованное в Journal of Advanced Nursing, показало, что пожилые люди, пившие ромашковый чай, не только лучше спали, но и показывали улучшение памяти и концентрации на следующий день. Ромашка способствует выработке нейротрансмиттеров, которые помогают мозгу обрабатывать и закреплять информацию во время отдыха. Это особенно важно для пожилых людей, у которых качество сна часто снижается, что прямо влияет на когнитивные функции. Заваривать ромашку просто. 1-2 чайные ложки сухих цветков, залить стаканом кипятка, настаивать 5-10 минут, процедить. Пить 1-2 чашки в день, лучше всего за час до сна. Можно добавить мед для вкуса и дополнительной пользы. 7 трав, о которых мы сегодня говорили – тимьян, гвоздика, шалфей, петрушка, радиола розовая, куркума и ромашка – это настоящая зеленая аптека для вашего мозга. Каждая из них работает по-своему. Тимьян стимулирует рост новых нейронов, гвоздика улучшает кровообращение, шалфей укрепляет память,
Петрушка питает мозг витаминами, радиола розовая повышает стрессоустойчивость, куркума защищает от деменции, а ромашка обеспечивает качественное восстановление во время сна. Наука подтверждает то, что наши предки знали интуитивно. Растения действительно могут быть мощными союзниками в борьбе за здоровье мозга. Они содержат уникальные соединения – флавоноиды, антиоксиданты, эфирные масла, которые работают мягко, но эффективно, не вызывая побочных эффектов современных синтетических препаратов. Особенно важно это для людей зрелого возраста, когда хочется поддержать ясность ума естественными методами. Эти травы не чудо-средства, а мудрая помощь природы, подкрепленная тысячелетиями использования и современными научными исследованиями. Самое прекрасное в травах то, что они доступны каждому. Не нужно дорогих процедур или сложных схем приема. Добавьте тимьян в чай, приправьте еду куркумой, заварите ромашку перед сном, добавьте петрушку в салат, и вы уже делаете что-то важное для своего мозга. Помните, здоровье мозга – это не одноразовая таблетка, а ежедневная забота. Начните с 1-2 трав, которые вам больше нравятся по вкусу, и постепенно добавляйте другие. Ваш мозг будет благодарен вам за каждую чашку травяного чая, за каждую щепотку полезной приправы. Так что не откладывайте. Начните заботиться о своем мозге уже сегодня. Заварите чашку ароматного травяного чая и сделайте первый шаг к ясному уму и активному долголетию. Если эта информация показалась вам полезной, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если узнали что-то новое. Это поможет другим людям найти эти важные знания о натуральных способах поддержания здоровья мозга.